Мы всю жизнь делим понятие компьютер на два типа. Либо это полноценный стационарный блок, либо же портативный ноутбук. С течением развития компьютерной индустрии производители придумывали новые различные форм-факторы персональных компьютеров с целью получить какую-нибудь долю пользователей и, конечно же, прибыль, а дизайнера компа засыпать двумя премиями. В качестве примера можно вспомнить компанию Samsung и их Q1, Sony с их Vaio P или VBrain B1H. Подобный форм-фактор называют ультрамобильными ПК, и, увы, прожил он недолго. Но об этом мы поговорим чуть позже. В этом же видео мы рассмотрим одного из представителей данной эпохи и вышесказанного форм-фактора – HTC Shift, выпущенного в 2008 году. Рассмотрим его немного пошатанный жизнью внешний вид, расскажу, как он у меня оказался, что из себя представляет и почему это является очень даже интересной вещью. Подписывайтесь на канал, делайте чашку чая и доставайте баранки с кухонной полочки, будет вполне себе интересно. Ну а пока, наверное, стоит рассказать о данном форм-факторе подробнее. Ультрамобильная ПК. Что они из себя представляют и как к такому пришли производители? Ультрамобильная ПК или же UMPC – это с одной стороны маркетинговый термин, но с другой – полноценная спецификация класса мобильных микрокомпьютеров. Первые прототипы и подобного рода компьютеры были представлены в 2006 году совместными усилиями компаний Microsoft, Intel и Samsung под кодовым именем Project Origami. Хотя уже и до этого были более ранние попытки со стороны компании Sony, которая в 2004 году выпустила Vaio U, продававшийся исключительно на рынке Азии. Данный сегмент как таковой является некоторым средним звеном между нетбуками и КПК. UMPC часто обладает сенсорными экранами, что позволяет пользователю взаимодействовать с устройством при помощи стилуса или пальцев. Первые UMPC могли работать как на каком-нибудь Linux, так и на зачастую специализированном издании Windows XP – Tablet PC Edition. От обычной XP отличается полноценной поддержкой сенсорных экранов, встроенными специальными приложениями для планшетов и мини-игрой Inkball. А чтобы пользователь не скучал, то такие компьютеры поддерживают Wi-Fi и Bluetooth. А теперь давайте вспомним вышесказанное. Вначале я сказал, что термин «ультрамобильные ПК» является частью маркетинга со стороны производителей. Почему? Термин «ультрамобильный» подчеркивает их легкость и компактность, что делает их идеальными для использования на улице или в поездке. Однако, как и с другими маркетинговыми терминами, это может быть использовано для привлечения внимания и подчеркивания уникальности продукта, никак не относящегося к вышеупомянутому термину. Да и был один забавный случай. В начале 2006 года корпорациями была запущена рекламная кампания Project Origami. Появился сайт projectorigami.com со статьями, посвященными этому проекту, и спекуляциями вокруг этого слова. Вскоре стало известно, что этот домен был зарегистрирован на компанию Microsoft, а через некоторое время выходит промо-ролик, посвященный данному устройству. Об этом оригами появляются слухи, что тот внезапно будет портативкой, конкурирующей с PSP и Nintendo DS. Однако реальность оказалась совсем другой. 9 марта 2006 года Microsoft на выставке представляет данный проект как обычный ПК с ограниченными игровыми возможностями. Чуть позднее в розничной продаже официально появляется первая UMPC от производителей – Samsung Q1 и AMTEC T700. Samsung Q1 содержит в себе процессор Intel Celeron M на 900 МГц, 512 МБ оперативной памяти, экран 7 дюймов с разрешением 800 на 480 с последующим повышением до 1024 на 768, 40 ГБ жесткого диска и поддержкой Wi-Fi, Bluetooth, карт Compact Flash. AMTEC T700 построен на процессоре VIA C7M с частотой 1 ГГц, содержит 256 МБ АЗУ, комплектуется тем же экраном на 7 дюймов и 40 гигабайтами жесткого диска. Позже ко всему этому движу подтягивается Sony, снова, но уже с Vaio UX, первым потребительским ПК с SSD на борту. В 2007 году для широкой публики выпускается VBrain B1H, который также известен как Ratmix RPC 500. В 2008 году выходит Asus R50A и легендарный HTC Shift. Этот ультрамобильный компаньон находится прямо сейчас у меня в руках. Как можно заметить, он за годы не очень хорошо сохранился, по сравнению с экземпляром Кирилла Лейфера, который как раз и делал несколько легендарных видео по этому устройству задолго до меня.
И вообще, как так вышло, что он оказался у меня? Данное устройство мне прислал в таком виде один из подписчиков канала под псевдонимом Сау Рэмсон, за что ему огромное спасибо. А как в таком состоянии HTC Shift попал к нему, это, кстати, тоже интересная история. Цитата. HTC Shift мне достался от друга, который на тот момент работал в сервисном центре в подмосковном городе. У них очищали склад так называемых забытышей, девайсов, которые по каким-либо причинам не вернулись к владельцам. И среди них мой друг как раз и обнаружил, собственно, сам девайс, после чего просто подарил его мне в безвозмездное пользование. Конец цитаты. Что здесь имеется из повреждений? Во-первых, здесь слегка поврежден сенсорный экран, и с правого верхнего угла идет искажение нажатия, что уже создает дискомфорт, как минимум при закрытии программ. Да и это повреждение еще и прекрасно видно, чутка расплавленная дырочка на экране. Заменить не получится, запчастей официально уже нет. Ни на маркетплейсах, ни на Авито, ни на eBay, ни на, упаси господи, Facebook Marketplace, даже за границей, буквально нигде. Во-вторых, немного отклеивается металлическое обрамление вокруг экрана, но это легко починить, что я и сделал. Детально рассматривая его внешний вид, создается ощущение, что это устройство пытались намеренно, мягко говоря, сломать. Однако этого не получилось, и его просто сдали в сервис-центр одним концом. В-третьих, тут нет батареи, и ее невозможно найти, как уже сказано выше, да и фиг с ней в этом случае. Сейчас, вероятнее всего, самое время рассмотреть уже не повреждения, а конкретно внешний вид. Спереди мы видим само собой экран, простенькую веб-камеру модели мыла для скайпа и фоточек ВКонтакте 2012, левую и правую кнопки мыши, волшебную кнопку, динамики, тачпад, кнопку вызова центра управления, смена разрешения экрана и сканер отпечатка пальца. Ниже присутствуют индикаторы питания, батареи, жесткого диска, 3G сети, связи и прочих элементов. И это еще не весь список. HTC Shift содержит QWERTY-клавиатуру, и механизм ее раскрытия практически идентичен механизму КПК HTC Titan 2. В моем случае это Vodafone V1615. Сзади отсек для батареи и под ним разъем для сим-карты. Мозгами компьютера выступает процессор Intel A110 с тактовой частотой 800 МГц, также известный под кодовым названием Stilo, разработанный специально под использование в ультрамобильных ПК. Он сугубо x86, имеет кэш второго уровня в 512 кБ и не поддерживает кэш третьего уровня. Устройство содержит в себе 1 ГБ ASU DDR2, 7-дюймовый TFT экран с разрешением 800 на 480, 40 или 60 ГБ накопителя, в зависимости от комплектации, в моем случае здесь 40 ГБ, из которых доступно 34, и аккумулятор на 2700 мАч, в моем случае 0. Звук работает благодаря Realtek ALC268. Видеоадаптер, естественно, тут встроенный. Есть поддержка сим-карт, только одна и только для мобильного интернета с SMS. Позвонить не получится. Из коммуникаций имеются Wi-Fi и Bluetooth версии 2.0. Управление коммуникацией осуществляется через HTC Control Center. Также присутствует вход под наушники, один порт USB 2.0, картридер, VGA и стилус. С завода предустановлена Windows Vista Business, по ней мы пройдемся позднее. И если вы подумали, что это все, то зря. Помните, я ранее упоминал волшебную кнопку? Рассказываю, в чем ее смысл. В HTC Shift предустановлено несколько операционных систем. Нажатием этой самой кнопки из привычной Vista пользователь может запустить OS Snap View. Специальный режим, разработанный компанией HTC и основанный на Windows Mobile 6. Его фишкой является одновременная работа с основной системой. Пользователь в любой момент может туда перейти, и при всем этом OS за стенкой продолжит работу. В качестве примера можно взять следующую уже неактуальную ситуацию. Если вы поставили на загрузку какой-либо большой файл Vista и перешли в Snap View, дабы скоротать время, играя в приложение сообщения, скачивание файла не будет каким-либо образом прервано. Да и когда мы оказываемся в этом режиме, перед нами фактически КПК с Qualcomm MSM7200 на 400 МГц, 128 МБ ASU и 64 МБ встроенной памяти. У данной системы есть огромное количество ограничений. Здесь нельзя установить свои приложения, просто нет такой возможности. Не поддерживается работа с HID-устройствами, условную мышку на USB подключить банально не сможете. Нет кнопки пуск.
Разрешение экрана только 640 на 480, что при текущих обстоятельствах это огромный минус. Опираясь на все вышеуказанные ограничения, появляется вопрос: а что в этом Snap View можно вообще делать? Держите ответ! HTC рекламировали данный режим как способ всегда оставаться на связи, благодаря тому, что он всегда активен в фоновом режиме, проверяя вашу электронную почту и в случае установленной сим-карты новый SMS. Идеей компании было то, что в этом режиме пользователи будут быстро отвечать на e-mail и сообщения, но на этом весь смысл данного режима, увы, заканчивается. О характеристиках достаточно, теперь переходим к установленной системе. Здесь это Windows Vista Business, но с кое-какими изменениями. Многими изменениями. Первое, что я заметил, так это полное отсутствие виджетов рабочего стола. В оригинальной бизнес-редакции они присутствуют, а здесь они спрятаны. А если запустить sidebar.exe, то увидим окно, что боковая панель Windows управляется вашим администратором. То есть, тут уже речь идет о примененных с помощью средств групповых политик ограничениях. Второе отличие заключается в присутствии приложений из Windows XP Tablet PC Edition, но игр тут нет, потому что Vista Business, там они не предоставляются априори. Однако никто не отменяет их добавление через программы и компоненты, камон! И, наконец, третье отличие заключается в наличии не только HTC Control Center, но и Origami Experience в стандартной поставке. Origami Experience разделяется на два приложения – Origami Central и Origami Now. По поводу первой программы скажу прямо. Это одновременно и адаптация частей системы под сенсорные экраны, и одновременно Windows Media Center на минималках. Прослушивание музыки, просмотр фото и видео, быстрый доступ к некоторым программам и специфический дизайн. Origami Now служит своего рода как домашний экран с виджетами, RSS-лента, часы, календарь и заметки. Так как у меня система уже персонализирована под свои нужды, ну типа размеры значков, фон рабочего стола, установленный софт и так далее, то нам для полного антуража и эстетичности осмотра необходимо сбросить это устройство к заводским параметрам. Да, такая функция у HTC Shift присутствует, и сейчас покажу, как ее можно вызвать. Для начала нам нужно перезагрузиться. Во время перезагрузки при показе OEM логотипа нажимаем сочетание клавиш FN плюс F3. В результате чего мы попадаем на этот экран. Нам красным цветом подчеркивают, что этот процесс удалит все данные на диске и предложит отказаться от сброса. Нет, мы не отказываемся. Нас позже спросят о перезаписи MBR, на что здесь соглашаемся. Запускается Windows PE с заготовленной кучей бат-скриптов, который удалит все разделы на диске и развернет образ системы заново. Важно также учесть, что удаление всех разделов происходит в обязательном порядке, и избежать подобного, увы, не получится. После завершения процесса нас попросят выключить устройство вручную и включить его заново, так как в этом Windows PE не работает ни клавиатура, ни мышь. Да не проблема, ждем пока пройдет первая инициализация, установка устройств, несколько перезагрузок и наконец мы видим заветное окно выбора языковых настроек. Лицензионное соглашение, имя пользователя, аватарка, абсолютно стандартная первоначальная настройка системы, за исключением раздела с выбором обоев. Там присутствует как стандартная, так и от производителя. Даже если ничего не выбирать, все равно будут выставлены HTC-шные обои. Забавно. После OBE мы попадаем в наш созданный аккаунт, и первым делом после входа выполняется HTC Final Installation, содержащий установку официальных драйверов, библиотек, программ HTC и прочих OEM программ. Когда все действия завершены, то перед нами красуется совершенно стоковая система, та, которая задумана самим производителем. Кстати, тут по стандарту отключено Windows Aero. По причине производительности ли? Не знаю, Aero здесь функционирует хорошо. Ладно, это просто мелочи. Настал момент рассказать о моем опыте использования данного девайса. Этот HTC Shift, напомню, я получил от подписчика канала в начале 2024 года. Пользовался им, когда было на это свободное время, и по вечерам, ради развлечения и огромного интереса к данному устройству. Об очевидных проблемах по типу отсутствия батареи говорить не буду, это и так ясно, и обстоятельства прекрасно понятны. Да немного душнить сейчас начну, заранее прошу прощения. Мне лично доставляет некоторый дискомфорт клавиатура этого устройства, а точнее недостаток нескольких клавиш. Например, где вы здесь видите print screen? А где F11 и F12? Также мне здесь немножко не повезло с несколькими клавишами, они не реагируют.
Спустя несколько дней я загорелся идеей подключить Shift к какому-нибудь монитору для увеличения разрешения экрана. 800 на 480 мне, конечно, тут хватает, но когда имеется возможность расширения, то почему нет? Все прекрасно подключается. Только вот на 1280 на 1024 встроенный видеоадаптер, кажется, все. Разрешение сбилось на обоих экранах, причем на подключенном мониторе сбивается и цветопередача. Отображается только 256 цветов. Что самое забавное для меня, этот прикол может произойти в рандомный момент при настройке экрана. Также здесь присутствует сканер отпечатка пальцев. Как для такого устройства, он имеет довольно-таки неплохую отзывчивость. С его помощью можно входить в систему без ввода пароля. Достигается это с помощью программы Vita Key, которая напрямую взаимодействует с экраном приветствия, и, к слову, имеет просто угарнейший русский перевод. В комплекте с системой присутствует не только приложение из XP Tablet PC Edition, но и центр устройств Windows Mobile, где я могу синхронизировать данные со своего КПК на Shift при помощи Bluetooth. Само собой, в 2024 году это никаким образом уже не актуально, но такая фича очень интересна. SD-карты здесь подходят как вполне себе отличный способ расширения объема накопителя. О современном интернете с такими-то характеристиками и крохотным объемом АЗУ, думаю, придется забыть. Да и если вдруг вам припрет запустить тут игры, то это отчасти плохая идея. NFS Underground, в которой я играл часами напролет в детстве, здесь выдает 10-15 FPS. Игра 2003 года выпуска. Стройка здесь подходит только для офисных задач, мелочной работы, отрисовки интерфейса и старого веба. Наверное, поэтому отключили Aero. Другую операционную систему здесь ставить не имеет смысла. Windows 10 здесь тормозит, ReactOS не запускается никаким образом, HiQOS зависает еще во время загрузки. Прикола ради решил еще проверить и дистрибутив Arix, своего рода Live CD на основе тестовых релизов Debian 13 с KDE 1 в качестве оболочки рабочего стола. Как итог, после граба ничего не происходит, просто моргающий курсор. Хотя зачем ругаться на подобное? При достижении таких портативных для этого класса компьютеров размеров, производителю пришлось идти на огромные жертвы. Какой же смысл подобных устройств в 2024 году? Вопрос, вероятно, звучит странно, но ответить все-таки нужно. Сам по себе класс UMPC, по моему мнению, как и был своего рода андеграундом и неизведанной нишей, таким и остался до сих пор. С приходом планшетов ультрамобильные ПК практически мгновенно отошли на второй план, если не на третий. Несмотря на всю грустную историю, сейчас можно заметить возрождение компьютеров вида UMPC. GPD Win тому пример, а также после недавнего выпуска и успеха Steam Deck было выпущено ряд подобных ему компьютеров. Lenovo Legion Go и Asus ROG Ally, но они выпускаются для игрового сегмента, и вообще это другая история. С другой стороны, зачем, честно говоря, подобного рода устройства нужны, если сейчас практически у всех есть смартфон, который может и пользователя развлечь, и помочь в поиске какой-либо информации, и в съемках, да и в звонках кому-либо без проблем. Как вывод всего этого видео можно заявить следующее. HTC Shift вполне себе уникальное устройство среди этого ультрамобильного компьютерного мира. На 2024 год это устройство несет в себе только коллекционные и исторические для компьютерной индустрии цели. А для своих лет, мне кажется, это было хорошее компромиссное решение для людей, которые желали чуть большей портативности своему устройству, чем ноутбук. И не без минусов, конечно. Хотел бы я нечто подобное к себе в коллекцию? Вероятно, да. Благодарю подписчика, который предоставил мне данное устройство во временное пользование. А вы можете всегда поддержать мое творчество любой своей суммой. Мне будет очень приятно. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видео. Давайте достигнем 100 тысяч подписчиков, ведь вместе интереснее. Также благодарю донатеров, которые уже поддержали канал. Их никнеймы вы видите прямо сейчас. Спасибо за просмотр, всех люблю и до новых встреч, дорогие друзья.